как же я люблю Dragon Age 2. И нет, вам это не послышалось, я не шучу. Я люблю эти недоработанные пустые локации, мне нравится посредственный, слегка странный и не до конца завершенный сюжет. Я обожаю эту боевку, прокасты, как реализована тактика и взаимодействие героев. Но это не значит, что игра успешна. Если обратиться к комментариям, оценкам, а также обзорам на эту игру, все становится ясно. Это не вселенная Dragon Age, и тем более уж не Origins. Не, ну шо это? Вы называете это RPG? Какое же это RPG без химии скиллов, без выбора, который хоть как-то бы влиял на сюжет? А что это за аренки такие, где данжи, драконы? А может быть сложность хотя бы из первой части? Это примерная реакция любителя RPG. Но то, что скажут фанаты вселенной Dragon Age Origins, я, пожалуй, промолчу, не хочу в начале ролика материться. И действительно, игра не собрала каких-то наград, не окупилась по затратам, да и вообще создавали на коленке. На то были свои причины, я их ни в коем случае не оправдываю. Выпускать абсолютно сырой продукт и требовать за это деньги, тем более уж в 2011 году, когда игры выходили и били рекорды одна за другой. Deus Ex, Ведьмак 2, Mass Effect 3, ну и самое, конечно же, легендарное — это Skyrim. А нам подсовывает вот это? Но сюжет игры на самом деле отлично прописан, больше для взрослой аудитории. Да, геймплейных фишек практически нет, тащит на себе только один сюжет. О чем-то еще рассказать тоже не получится. Локации пустые, крафт уничтожили, торговцы как манекены, ни привета, ни пока. Поэтому я и говорю, что Dragon Age 2 это больше о семье. Как постепенно и неумолимо Хоук теряет свою родную семью и приобретает новую. Кому не понравился сюжет, скорее всего вам менее 15 лет. Ладно, к черту эти комментарии, оценки, давайте поговорим об игре. Начнем с краткого обзора, так как далеко не все могли ознакомиться с игрой. Тайм-коды будут в описании, самое вкусное и интересное в конце ролика. Повествование начинается с того, что Варика тащит Кассандре из церкви, которая хочет, чтобы он рассказал историю чемпиона Кирквала. Собственно, история начинается вскоре после битвы при Астагаре, когда семья Хоука спасается от Лотаринга и уничтоживших его порождений тьмы. Хоуксы решают искать проход в Кирквал, место рождения матери Хоука Лиандры. По мере своего путешествия наш главный герой будет знакомиться с новыми компаньонами, как это было и в предыдущих частях серии. Вскоре группа сталкивается с порождениями тьмы, в том числе с Огром, который убивает брата либо сестру. Далее они встречаются с Верховным Драконом. Приземляясь перед группой, он превращается во Флеймит, который предлагает Хоуку сделку. Если Хоук согласится отнести амулет Хранителю Долийца в вольных границах, Флеймит обеспечит группе безопасный проход в Гварен, ближайшее поселение с портом, откуда они могут взять амулет и корабль в Кирквал. По прибытию в сам город, сюжет начинается именно с раскрытия главного героя и его друзей, то есть будем создавать образ злого или доброго Хоука, делать непростые выборы, а также подниматься с самых низов до вершины. Классы пол персонажа. В Dragon Age 2 всего 3 класса: маг, разбойник и воин. На сюжет глобально не влияет, особенно разбойник и воин, всего лишь пару диалогов. А вот с магами все чутка по-другому. Они изначально считаются изгоями в городе, их разыскивает вся эта верхушка. Единственное, что в зависимости от класса у нас вначале погибнет брат или сестра, а также имеются специализации, на каждый класс по 3 штуки. Допустим, потрошитель у воина, макрови у мага и дуэлянт у разбойника. Не стоит забывать о специализациях у спутников. У Авелин это защитник, Бьянка у Варика и так далее. Если кратко, скажу следующее. Для такой короткой игры в принципе способностей и специализаций хватает, а тем более уж можно без проблем создать свою тактику, то есть собрать кое-какую химию способностей главного героя и его спутников. Но это не обязательно, так как уровень сложности на самом деле низкий. То есть даже нормальная сложность — это просто идти и спамить ЛКМ. Броня и какие-то бафы забудь. На высокой чуть более интереснее, но все так же легко. Без тактической паузы не обойтись, так как лично мне показалось, что передвигаться и целиться во врагов неудобно. Боевка в этом плане тоже хромает. Не хватает этого хардкора из первой части, когда просто подравшись пауком, нужно применять миллионы комбинаций, а также стрейфиться. Как влияет пол персонажа на игру? Ну, кто играл в другие игры от BioWare, вы прекрасно понимаете, что никак. Всем известные любовные линии, то есть может быть геем, лесби, неважно, все для тебя, мой друг. Локации. Увы, но вторая часть Dragon Age не может ими похвастаться. Однообразные, ничем не цепляющие аренки. Однообразные — это в прямом смысле этого слова. То есть в самом городе у нас есть около 7 местностей, они делятся на якобы районы. Задания разные, для дневного Кирквала, так и для ночного. За городом мне показалось, что территории еще меньше, чем в самом Кирквале. На протяжении всей игры ты будешь пробегать одну и ту же локацию десятки раз. Очень мало деталей и какой-то живности. Сбор ингредиентов вообще странный. Короче, локации — это прям очень слабая часть этой серии.
Спутники. Как в серии Mass Effect, так и в Dragon Age это неотъемлемая часть игры. Во второй части они раскрыты очень даже подробно. Точнее, весь сюжет и потенциал игры держится только на них. У каждого есть своя интересная история, свой характер, комментарии по поводу выбора главного героя и так далее. Только из-за спутников я перепроходил эту игру не один раз, но об этом чуть позже. Магазины и разные ништяки. Проблема такая же самая, как и с локациями. Шкурки здесь прям ужасные. Шлемы, как и многие костюмы, выглядят глупо. Если честно, особого смысла в них не вижу, особенно если играть на нормальной сложности. Тем более уже с DLC необходимость в шмотках пропадает практически до конца игры. Ну наконец-то мы плавненько подошли к десерту. Всегда, когда разговор заходит о второй части, непременно говорят: мир первой части был куда больше. В первой части был цельный сюжет, да и графически она будет поприятней. Это далеко не все обвинения в адрес Dragon Age 2, но основные. С этим я абсолютно согласен. Ужатый до ужаса Кирквал с парой линейных негородских локаций не может сравниться с просторами первой части. Многим надоедает бегать по одним и тем же улицам уже на 4-м часу игры. Цельный сюжет. Да, во второй части нет сюжета, но есть история персонажа, где каждый элемент вытекает из предыдущего и цепляется за следующий. В отличие от первой части, где конечная цель нам была понятна довольно-таки быстро. Если первая часть это путешествие из точки А в точку Б, то вторая часть имеет только точку А с дорогами в тумане. Такой подход вроде как необычный, может даже интересный, но есть и минусы. Об этом расскажу чуть позже. И наконец графика. С одной стороны, картинка стала приятнее благодаря дизайну, но потеряла много в мелочах. Персонажи и объекты стали более простыми с точки зрения детализации. Я не знаю, как это объяснить, но в 2011 году, когда в нее играл, мне показалась графика такая, более темного фэнтези. У меня до сих пор в голове воспоминания, будто бы после первой части, как мне показалось лайтовой на то время графики, вторая часть стала же больше темной и кровавой. Да одно меню только об этом и говорит. Честно, я удивился, перепроходя ее спустя столько лет. Начиная с первой же миссии, ощущение, что попал в демку, хотя я ее проходил более 5, а то и 7 раз. Да, как часть франшизы, вторая часть изменила всему, в том числе и духу оригинала. Из пусть мрачного, но довольно эпичного фэнтези стала локальной историей о гастарбайтере, что пытается завоевать большой город. Техническое состояние. Но мало было изменить дух серии, нужно было выпустить игру не в самом приятном техническом состоянии. Наиболее частый баг, с которым люди встречались, это заморозка врагов. Нет, это не магия или оглушение, враги просто останавливаются и стоят как вкопанные. Классный геймплей и отличная динамика боев. Ну и самый популярный баг это с уровнем высот. Когда враг стоит на ХГ, то есть на втором этаже, удар в спину тебя может телепортировать вообще в другую часть комнаты, и это даже в лучшем случае. Но признаюсь, эти баги не так часто срабатывают. За все мои прохождения, наверное, пару раз. И то в этом случае они никак не портили прохождение. Вроде как обильное количество сплошных минусов и багов. Так почему я все-таки люблю эту часть серии? Как я говорил ранее, скорее всего во мне присутствует нотка мазохизма. Я обожаю такие сюжетно странные, недоработанные проекты. Можно сколько угодно пенять на то, что сюжет стал локален. Но что лично меня зацепило, это история о простых людях, что пытается сначала выжить, а потом найти свое место в новом для них городе. Да, герой гастарбайтер, но гастарбайтер, который смог. Это не история о спасении мира, это история о персонаже. Давайте подумаем, что стало бы с игрой, если бы место главного героя занял мужчина, который отказался становиться стражем. Да ничего. Да, он может быть умер бы по дороге, но общая канва сюжета была бы той же. А во второй части мы имеем именно что историю человека. Уберите главного героя и не будет этой истории, просто не будет. Это именно что история персонажа, история человека, что пытается найти себя в этом мире. И история крайне трагичная. В отличие от первой части с классическим «враги сожгли родную хату», тут же хата горит медленно, тлеет, выжигая все медленно и размеренно. Сперва мы видим гибель нашего брата или сестры в самом начале игры. Позже мы рискуем потерять своего второго кровного родственника, спустившись в экспедицию. Причем потерять не только из-за смерти, но и ухода из компании. И наконец смерть матери. Последний аккорд в этой печальной мелодии. И да, такое возвышение на фоне гибели семьи мрачно и пусто. Но ладно, разве только это может быть причиной любви к игре? Конечно же нет. Второй аспект – это спутники и персонажи. В рамках линейной истории создатели сумели создать действительно ярких и интересных персонажей со своими характерами, целями и стремлениями. Тут нет шаблонов, ну кроме Изабеллы, но ей простительно. И почти у всех есть работа. Да-да, у них есть работа. Пусть мы и редко это видим, но это куда больше, чем есть в других играх. Авелин постоянно говорит о сменах в страже, Варик общается насчет бизнеса и так далее. Их историям помогло именно то, что это локальный сюжет. Когда
Когда сюжет глобален, такое сложно приписать хорошо. Третья причина. Конечно же, Кирквалл. Да-да, сам город. Он имеет все признаки настоящего большого города. Страсти, желания, амбиции, мечты, надежды и отчаяния. А также боль. Очень много боли. Ты ощущаешь его как живой, хоть, к сожалению, далеко не всегда. Критика. Первое. Почему так мало городских районов? Увеличьте их еще на 7-8 штук и распределите по ним квесты, чтобы не было такого дикого однообразия. Зачем вынуждать игрока постоянно пробегать районы до следующего квеста? Да, я понимаю, случайные встречи, но давайте честно, их крайне мало. Так что вполне себе такое можно было бы сделать. Или хотя бы несколько точек входа, для того, чтобы долго не бегать. И да, толпы в городе очень не хватает, ощущается слишком пустым. Вторая причина – ужасный, отвратительный шмот. На всю игру 3-4 нормальных костюма. А когда ты на лицо натягиваешь шлем, можно только плакать. К счастью, есть моды, которые спасают ситуацию, либо вообще его отключить в настройках игры. Третья причина – линейность. Да, сюжет. Как я говорил, это история человека, и она крайне линейна. Такие истории требуют многогранности и вариативности, но тут этого и близко нет. Четвертая причина – прокачка. Она довольно ограничена и при этом слишком загоняет в рамки, не оставляя выбора для свободы действий. Теперь отпустим все эти байки и поговорим о более глобальном. О чем-то смешном, о чем-то интересном, минусы, плюсы и так далее. Если было мало того, что я сказал ранее. Где-то я читал, что вторая часть Dragon Age должна была выйти как DLC к первой. Если эти слухи правдивы, тогда все становится на свои места. И все же, когда смотришь на обстоятельства разработки Dragon Age 2, трудно не сочувствовать BioWare. Ибо в отличие от первой части, на создание которой ушло почти целое десятилетие, на разработку сиквела у авторов был всего год. Так что удивительно, что игра вообще увидела свет. Не стоит также забывать о DLC, как по мне очень даже годная, с цельной историей. Поэтому и не странно, что многие предпочитают именно DLC, чем основную игру. Недавние слова бывшего руководителя проекта Dragon Age 2, Марк Дара. Несмотря на трудный запуск игры, с годами ее стало модно любить. Со временем, по мере того, как мы все больше и больше отдаляемся от релиза, Dragon Age 2 стала той, которую модно любить. И я думаю, это потому, что несмотря на то, что в ней много недостатков, хотя очевидно, что она была сделана в спешке, в ней есть ошибки, Dragon Age 2 делает сильный акцент на персонажах. После того, как мы вышли из радиуса взрыва предвзятости подтверждения и маркетинговой кампании, игра смогла получить немного свежего взгляда от людей. А теперь я хочу подытожить свои слова, за что именно я ее обожаю. В отличие от Origins, где сюжет банален и понятен, как главный герой обходит последовательно весь игровой мир, готовясь к финальной битве со вселенским злом и триумфально его побеждает в конце, во второй же части Dragon Age мы получаем историю простого человека в одном городе, который сделал себя сам, преодолев все жизненные трудности и добившись успеха. Некоторые говорят, что это даже лучшая часть в плане ролл-плей от игр BioWare. Причину я объяснил выше, и только вам решать, соглашаться с ними или нет. Никого не пытаясь заставить ее полюбить, просто поделился своим небольшим мнением. И кстати, после написания этого текста, как-то я переосмыслил подход к Dragon Age 2. И действительно, я полюбил ее еще больше. Потому что для самого же себя раскрыл глаза, насколько Хоук и его компаньоны замечательные.